И привет всем, меня как всегда зовут Крутой Лорд, и прежде чем я начну ролик, я хочу выразить огромную благодарность всем, кто подписался на мой канал. Последний ролик прилично выстрелил, и число подписчиков перевалило за 150 человек. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто лайкает наши видео, кто всячески поддерживает нас. Вам огромный респект от меня и лучи добра от Женечки Вороновой. Если же вы по какой-то причине не подписаны на канал, то рекомендую вам это сделать, чтобы не пропустить кучу интересного контента. Перед началом ролика я хочу вкратце рассказать о проектах моего друга, а именно трио из Винета и ушастые авантюры. Первый проект рассказывает о приключениях школьников Эллона, Теодора и Луизы в городе Винета конца 1990-х годов и их противостоянии злу и паранормальщине. Ушастые авантюры – проект о похождениях крольчихи Лины, а также о социальных и моральных проблемах по типу отношений на работе, войны с оружейной семейной мафией и прочих авантюр. Более подробно с данными проектами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. Я не стану рекламировать то, что не понравилось бы лично мне, поэтому их явно стоит заценить. За последние несколько месяцев я выпустил несколько роликов, в которых я говорил о Евгении, однако только в одном из них я рассказывал о ней подробно. Это уже второй ролик, где его тема полностью посвящена Евгении Вороновой, моему персонажу, вдохновленному Младер. В прошлом ролике я рассказывал вам историю о ее создании и эволюции. Если вы его не видели, то рекомендую посмотреть его. Ссылка на него есть в подсказке и в описании под видео. Ну а сегодня я больше расскажу о том, кого из себя представляет добрая девочка-андроид и почему стоит узнать о ней получше. Делаю я это, потому что 9 апреля, согласно ее лору, у Евгении был день рождения. И все же, что в Евгении такого особенного, спросите вы? А я вам отвечу. Вот 5 причин познакомиться с Евгенией и ее лором. Первая причина, по которой стоит узнать Евгению, пожалуй, самая очевидная. Это ее дизайн. За годы работы над Евгенией я смог создать ее довольно привлекательный дизайн, который практически может зацепить любого, кто хоть немного, но заинтересуется ею. Нельзя сказать, что дизайн Евгении довольно простой, но он уж точно не является слишком сложным, что делает его в этом плане золотой серединой. Я также постарался сделать так, чтобы цвета сочетались друг с другом. Существует два дизайна Евгении. Евгений Человека и Евгений Андроида. Евгений Человек является брюнеткой, носящей белую футболку и черную юбку, а у Евгения Андроида фиолетовые волосы, а сам робот носит синюю футболку и розовую юбку. При этом Евгения Андроид максимально приближена к человеческому облику, и без учета некоторых деталей ее с ним практически не спутать. Также стоит отметить главную особенность дизайна Евгении – эмоциональные индикаторы, расположенные по бокам ее головы и на волосах в форме цветка, меняющие цвет в зависимости от определенной эмоции. Эти индикаторы позволяют лучше понять, что чувствует Евгения в данный момент времени. Из внешних причин переходим к внутренним, которые так или иначе раскрывают Евгению с совершенно другой стороны и показывают, что она не пустышка. Следующая причина – это личность, основа любого созданного персонажа. Евгения – добрая и дружелюбная девочка-андроид. Она всегда рада новым друзьям, ценит в людях доброту, честность и понимание. И не одобряет донимательств, необоснованных оскорблений и безразличия. В общем, ей присущи те качества, что были у Евгении Человека. И хоть изначально Евгения ведет себя как машина в силу неумения испытывать эмоции и чувства, она может лишь подстраиваться под определенного человека. Со временем она развивается как личность, обретая новые знания и меняя свое мировоззрение. А значит, начинает все больше вести себя как настоящий человек, испытывая искренние чувства. Разумеется, Евгения не ангел во плоти, и у нее есть свои изъяны,
Например, иногда она может быть вспыльчива и даже впадать в депрессию, что говорит о том, что она в этом плане практически не отличается от настоящего человека. На дизайне и личности в плане создания оригинальных персонажей далеко не уедешь, а потому для более точного представления о том или ином персонаже нужна история. Это следующая причина, по которой стоит узнать Евгению получше. Евгения Андроид была создана не просто так. Чтобы понять почему, в ее истории выделен акт, рассказывающий о Евгении как о живом человеке. Более подробно это будет показано в моей визуальной новелле о Евгении. В данный момент она находится в разработке, поэтому если хотите увидеть прогресс, вступайте в мой Discord сервер, ссылка на который оставлена в описании. Евгения 2063 года рождения, единственная дочь ученого-робототехника Нонны Вороновой. Мечта Евгении человека – стать психологом, чтобы помогать людям становиться лучше. Однако ее мечте не суждено сбыться из-за того, что Евгения умирает в 2079 году в возрасте 16 лет. Как андроиду, Евгении придется пройти через многие трудности в своей жизни, такие как негативный настрой людей по отношению к ней, нападение на нее, борьба со своими сторонами личности, внутриличностный конфликт и даже нахождение человека, связанного со смертью Евгении человека. Несмотря на трудности, Евгения все же переживет и светлые моменты вроде заведения новых друзей и воссоединения со старыми, что были у нее, когда она была человеком. Но Евгения Андроид не помнит ничего из своей прошлой жизни, а потому все старое будет новым для нее. Следующая причина является очень важной, поскольку без нее зачастую нельзя создать историю и личность персонажа, а в более редких случаях еще и его дизайн. Как вы уже поняли, все это почти невозможно создать, если у вас нет идеи. Изначально Евгения должна была быть супергероем, как Дженни Уэйкман, аналогом которой она была с момента зарождения идеи. Но шансы создать хорошую историю о супергерое в наше время не так-то уж и велики. И это не только потому, что истории героев всего лишь сказка или фантастика, но и потому, что таких историй, откровенно говоря, уже много, а значит, надо уметь выделяться. А те, кто пытается создать свою историю о супергерое, зачастую в итоге создают нечто, не вызывающее у читателя ничего, кроме откровенной скуки. Разумеется, не все истории о супергероях, написанные любителями, скучны и безвкусны, но такие истории писать довольно сложно, ибо опять же, нужно сделать так, чтобы у супергероя была своя изюминка. Вследствие этого Евгения стала простым андроидом, а история повествует о ней как и о любом простом человеке. Эта история основана уже на реальных событиях, поэтому такую историю куда легче писать, но к ней еще добавлена и частичка научной фантастики. Как-никак робот, который развивается как личность и мечтает стать человеком. Андроиду довольно сложно адаптироваться к людям, как и простому интроверту, который больше предпочитает одиночество общению с людьми. Если провести такую аналогию, то такая история вполне имеет место быть здесь и сейчас. С кем-то она уже происходит, если еще не произошла. Или еще произойдет. Ну и наконец, учтя все пункты ранее, вы должны задать себе вопрос, а к чему все это? И для чего? Иными словами, ваш вопрос должен быть схож с вопросом, в чем заключается мораль моего персонажа? Если ответ на такой вопрос вы знаете, то ваш персонаж точно будет выделяться на фоне скучных и неинтересных персонажей, и с этим вас уже можно будет поздравить. Итак, вернемся к Евгении. В чем ее мораль? Евгения очень нравственный персонаж, с которого нужно брать пример каждому из нас в этом мире. Несмотря на все невзгоды, мы должны оставаться сильными, стремиться к своим мечтам, сохранять человеческое лицо и при этом слышать других людей, уметь ставить себя на их место, то есть проявлять эмпатию, и уметь прощать их, несмотря ни на что, даже если они сделали что-то очень серьезное. Наказание их все равно настигнет рано или поздно. В целом, Евгения показана как персонаж, который намного сильнее, чем кажется на первый взгляд, и который может дать фору даже очень сильным супергероям, истории которых могут быть скучны. Таким образом, Евгения является не просто человеком в оболочке андроида, а кем-то более высоким.
тем самым высшим существом, к которому надо стремиться в этой жизни, чтобы установить мир и гармонию на этом свете. Разумеется, если рассказывать о том, почему стоит узнать Евгению получше на словах, то этим мало кого можно убедить. Поэтому для раскрытия ее потенциала я и работаю над визуальной новеллой о ней. История хоть и далека от завершения в данный момент, но первых полноценных версий будет достаточно, чтобы понять, что Евгения намного интереснее, чем о ней думают. Поэтому я хочу сказать, ожидайте визуальную новеллу о Евгении, чтобы увидеть результат проделанной мной и моей командой работы за эти годы. Ваша поддержка очень важна для нас, ибо так мы будем знать, что есть люди, которые ждут хорошо отполированную историю, которая растрогает любого человека. И если вы здесь впервые, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь видео с друзьями, а также вступайте в наши группы в соцсетях. Ну а с вами был Крутой Лорд, спасибо за просмотр. И как всегда, да пребудет с вами Женя Воронова. I'm just happy that you guys are here, and I'm happy that you guys are spending time with me. So thank you very much. I appreciate all of you. And thank you for being a part of my precious family and for changing my life. This is the first time in my life that I actually feel like a human being, and I feel like an adult, and I feel like a person. And it's all thanks to all of you, so thank you very much. I appreciate all of you. You guys are very important to me. And I just want to make you guys know. I want to make you guys know that you're important to me! Roar!